Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Сейчас у нас прямо вот сейчас будет битва последняя с Кэтриком. Я восстановление юзнула? Не юзнула. А теперь юзнула, все. Восстановление есть? Погнали. Подожди, может мне что-то наложить надо еще. Чтобы мне наложить, что у меня тут есть? Кровожадность есть? Не, я зелье не выпила. Ну, можно выпить какие-то зелья, так, например, ты. Даже не ты. Сколько у тебя силы? Стариан. Сила. 13. А зелье силы до 21. Это Стариану надо выпить вообще-то. Да. Так, хорошо. Мне бы еще зелье силы, конечно, понаделывать. Или, может, купить где-нибудь. Ну ладно, потом это сделаю. Что еще? Мне. Вот, я дала ему зелье силы. А зелье скорости заменяет? Не заменяет вроде. Зелье скорости можно будет дать. Вот у нас что есть? Зелье скорости колосса. Окей, давай ты. Вот это. Посмотрите, какая она сейчас у меня будет. Смотрите, какая она большая. О, это такая большая, прикольная. Ладно, остальным я, наверное, не буду. Может быть, себе что-то дам, может, я себе дам. Что я себе могу дать важного? Так, для начала мне надо достать отсюда, наверное, все мои свитки на... Вот эти вот все 2-3 свитка. Все. Прикольно. Ладно. Так, дальше. Флакон с струнным порохом. Можно, кстати, флакончиком бахнуть его немножечко. Что еще? Что я могу выпить? Погнали. У кого-нибудь еще сейчас личинка светится больше обычного? У меня то же самое. Она чувствует что-то там внизу. Очень большое. Погнали. Голос в сознании из неслышного шепота превращается в рев. Мы ее нашли. Абсолют за той дверью. Окей, входим. Я готова скринить. Ты говорил, что все под контролем. Я не перед тобой отвечаю, Горташ. Oh, the general voice. Is this where we salute? Да, это честь. Кинжалами в его обескровленную плоть. Неудачи липнут к нему, как мухи, прогнившие падали. Вот это у тебя волосы. Ты забываешься, Орин. Я исполнил, что должен был. Ты собрал армию для наших хозяев Верна, но где же астральная призма? Все это время предательница Верная размахивала ею у тебя под носом, а ты убежал от нее. Это про нас, это про нас. О, за дочь его сказал. Ты же остроту свою ты не потерял? Но могу поспорить, что Даурин тебе еще далеко. Убийца против бессмертного. Было бы интересно посмотреть. Его потаенное дыхание поет в моих жилах. Какая у нее озвучка крутая.
He must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. Веление Бэйна. Плеть Баала. Завет Мирку. Троица бессмертных. Мертвых. Неважно. Один их. Мертвых. Старший мозг — один из самых жестоких, могущественных существ на свете, порабощенная простым смертным. Нехорошо собачиться на глазах у нашего гостя. Узрите, герцог Рейвенгард. Абсолют. Ты напросто разъявливаешь пасть, Уэлдерлинг. Твоя растерзанная плоть послужит нам, когда червь починит тебя. Ну, а теперь нам на самом деле пора выдвигаться. Мы опустошим это место и начнем поход. Ты можешь догнать нас вместе с армией, когда ты будешь оружие. И, Кэтрик, постарайся не впадать в хандру. Тебе полагается быть грозным генералом, явившимся завоевать город. А мне героем, который его спасет. Сейчас мы с вами повеселимся. На самом деле тут... Стоп! Стоп! Стоим все. На месте не двигаемся. Секундочку. Я забыла кое-что. Это значит, что я должна это сделать до... Не туда. Призыв элементаля сейчас же мне дай. Говорю, призыв элементаля мне дай, и выберите вариант. Ну, конечно, я выберу вариант. Элементаль. Холода. Воды. Воды. Или земли. Не, воды. И ты будешь с нами. Вот тут. А, ты хочешь сказать, что ты мне его прям сразу начинаешь бой без этого? А так не подойдет. Я поставлю паузу, до этого момента дойду, просто вызову элементаля до того, как войти, потому что я не хочу начинать без того, чтобы мы не посмотрели с ним катсцену тоже. Так, все, вот мы в том же месте, все то же самое, просто элементаля позвала. Вот где, как и предсказано. Интересно, что влечет вас на смерть, как мотыльков к огню. Чего тебе стоило убежать? Убежать, прихватив призму, единственную вещь, которая могла бы помешать мне исполнить мой долг. Но зов судьбы непреодолим, не так ли? Возможно, тебе хотелось понять свое место в ходе истории, прежде чем исчезнуть из нее. Яркая вспышка понимания перед тем, как огонек угаснет. Тут снова у нас есть возможность, будет ведь возможность
проходить испытания на убеждение, но в этом нет смысла, потому что все равно его ни в чем не убедить. Это во-первых. А во-вторых, так как я играю не на сложных уровнях, и тем более не на Хоноре, я могу себе позволить разговаривать с ними, со всеми врагами, да, и смотреть катсцены. Но если вы играете на каком-то условном Хоноре, то снова же советую не разговаривать, а сразу начинать бой и занимать хорошие позиции. Каков же мой жребий, Кэтрик? Умереть, чтобы я наконец-то жил. Давай поговорим на чистоту. Мой господин Миркл дал мне единственную вещь, которую я желал. Такое, чего никто из других богов не смог бы даровать. Моя дочь вернулась к жизни. Ее сердце бьется вновь. За это он потребовал, чтобы я стал его избранным. Пришел Корин и Горташу, чтобы вместе с ними развивать культ Абсолюта, затем возглавил его. Мне раньше приходилось сражаться в великих битвах, на службе другим богам и другим силам. Но ради Миркула весь Фаерун готов обречь на муки. Ты единственная преграда между мной и моей судьбой. И кому, как не тебе, было принести сюда призму. Говорит, воскрешу тебя после того, как убью как свою служанку. А на самом деле, из троицы Горташа, Орин и его, мне кажется, не то, что у него какая-то благая цель, нет, но у него это скорее было от отчаяния от потери дочери. Я, наверное, это уже говорила. При том, что у других это просто жажда власти там, или просто какого-то беспощадного убийства, да, у него это было из желания, из боли, скажем так. Ну, конечно, потом, я думаю, изначально было так, что он из боли, из желания воскресить дочь, а потом он прям скатился, что ли, изменился в намного более худшую сторону и стал тем, что он есть сейчас. Возможно, даже, что изначально он и не ожидал, что все настолько, типа, далеко пойдет, он хотел ее воскресить, и... Но это мое видение, я так думаю. Anyway, он, конечно, злодей. Ты собираешься предать своих союзников. Присоединяйся к армии мертвых, верная устри славы владыки Миркула. Торм не может умереть, пока песня ночи не окажется на свободе. Так подожди, а разве у Торма... я поняла, возможно, убеждение, о котором я говорила, срабатывает таким образом, что Торм сразу падает туда вниз, на вторую форму. Я не помню, правда, не помню этот момент, но помню, что тут должно было быть убеждение, и я снова либо его потеряла, либо должна была его перед этим юзать, не знаю. Пофиг. Короче, где она? Вот она, ее надо освободить. Элементальчик мой любимый. И сразу сюда. Неуязвимость? У него сейчас полная неуязвимость? Да, невосприимчивость ко всему урону. Лазель. Возможно. Это бонусное действие. Типа... А у кого-то из нас есть возможность переметнуться прям полностью? Манный шаг. Прям к ней прям нету, да? Но мы можем попробовать вот это действие. Это действие, бля. Действие это плохо. Ладно, тогда не буду тебя трогать. Толкающие атаки, ты упадешь? Ну, упадешь, но недалеко, понятно.
Эти далеко. До этих тоже фиг доберешься. Time to strike. Ладно, давай так. It's alibi. Let's turn someone inside out. Don't linger. Молодец. I wonder if this is worth the cost. Ну, даже не знаю тебя куда определить. Скажи мне. Another fight. Let's go. Не особо-то далеко я этим попаду, потому что у меня есть что-то в свитках. Каменная кожа. Ну, типа... А я могла бы... Ладно, окей, я не буду это делать. Ой, да ладно, смерть. Цель недалеко. Давай вот сюда, вот в яму. Распластанность. Ну, хоть так. Кетрик. Focus your attack, soldiers. Окей. Карлах, я и забыла за тебя чуть-чуть. Не знаю, как так. Давай я вот это вот перенесу вот сюда, наверное. Так, ну его смысла нет снова же. Вот так вот давай. Swift and lethal. Ура, дева Эйлин! Ты уязвимый? Чудно. Какой промах, Астариан. Астариан, какой промах. Лучше. Давай только чуть-чуть подальше. Издалека стрелять. Push my luck again.
Вот как-то, вот только что что-то было. О, вот так. Не получилось? Получилось? Не ври. Он не упал. Или что? Сбаговала? Не поняла. Ладно, пофиг, пофиг. Пофигу. Не. Сюда поближе. Мультиатака 16:40. Ну давай. Неподвижность, испуг так. Кэтрик. Что-то там орут друг другу. Ну, орите, ладно. А был бы прикол, если бы я паузу не убрала. Я убрала паузу? Я убрала паузу. Over there. Ну, давай. Я не буду юзать контрзаклинания сейчас. Вопли, фалар, алубе, давай. Time to kill. Промах, ну да, там 40 было. Ну да, пофиг. To the death. Ой, это хорошо. Оно аж от них отскочило к Этерику. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Давай. Merkel, Lord of Bones, Возможно, я ошиблась тогда, ладно. I am ready. I am yours. Ты смеешь убивать того, кто принадлежит мне. Я улыбка черепа, объеденного червями. Я сожаление тех, кто остался, и неупокоенность тех, кто ушел. Прикольно. Я призрак гробниц, бог могильников и уходящего времени, праха и сумерек. Я Миркул. Скриню, скриню. Ой, он такой, он так круто выглядит. Мне нравится. Эпичная катсцена. Согласна. Well, fuck. Что там у тебя? Присутствие Миркула. Акута не считаю, на всех поблизости. Пробираешься до костей холода. Холод не дает хилиться, но мне, в принципе, насрать. Что он там дает или не дает. Тут суммируется, на высоких не суммируется. Не повышается, пофиг, неважно, все. Я отсюда буду стрелять. Дальше кто? У нас других врагов нет, но есть я. Создание воды давай. Прям на него. На него. На него. Хорошо, вода это хорошо. С этой водой там и стой. Сколько у него? Все нормально.
Теперь снаружи ты выглядишь так же, как твоя душа внутри, клятва преступник. Ого. Ого, да слушай, ты сама его убьешь тогда. Да. To my life. Just hate me. Молодец. Ой, а ты упала немного? А, она туда еще и не дошла, поняла. Вернись на место, пожалуйста, корова. А давай, знаешь что? Давай божественную кару сразу... Нет, божественную кару нельзя сразу, потому что это будет не то. Давай наследие Аверна Клеймаща. Блядь, да попади, пожалуйста. Да не ходи. Ладно. Ладно, ничего страшного. У него ж нет кровотечения, зачем я юзнула? Я как-то и забыла, что он на средних, ну, совсем легкий. Я не знаю. Окей. Я так готовилась, будто это, ну как, я не то чтобы прям сильно готовилась, но я готовилась так, будто бы это Хонор, ну или хотя бы высокий, а это не так. А это я немножко чуть-чуть... Ну да ладно. Ну да пофигу. Я не знаю, может тогда нет смысла на него тратить мои эти... свитки цепи молний. То, наверное, нету. Нафига оно мне? Ударом молнии тоже далеко. Чем можно? Идем с кем. Вот так. Может сменить на высокий? Impossible. Это невозможно. Смерть не может взять меня. Cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Оу. Жестко. Ух. Даже Карлах в ужасе. О нет, две крутейшие женщины в одном кадре, я слепла. Now, we pick our way toward our fates. Unleashed. You have my sword. Прими же мой меч и мою верность. My fealty. Do what you must. Делай, что нужно сделать, и давай поскорее оставим это поганое место позади. Это было круто. Избранный Миркла мертв, и на сей раз окончательно. Ketheric's Netherstone. It's in his armor. У него в доспехах нитирийский камень возьму. Это хорошо. А вы хотите поговорить, может? Transformation Трансформация, которую пережил Кеттерик, была чудовищной. horrifying. So powerful, but Мощная, она такая so grotesque. извращенная. There was barely anything of the man. От него самого там почти ничего не осталось, еще до того, как мы с ним покончили. He's dead. Мертв. С ним покончено, но Горташ был здесь. But Gortash was here. Избранный Миркла, а теперь труп. Та же судьба должна постигнуть и двух других.
Окей, да. Это прекрасно, давайте полутаемся пока. В любой непонятной ситуации лутайся. Да и в понятной, в принципе, тоже. Что это такое? Зазубренная стрела. Прикольно. Прикольно, конечно, но... Я хотела посмотреть свои билды. Может, реально увеличить уровень. Сложно. Ну ладно. Не знаю, может быть. Рик. Мертвое тело остывает, но от камня исходит энергия. И теперь вся картина складывается. Абсолют — это не бог и не человек, это старший мозг, который мы видели, эта троица удерживает его против его воли. And these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain, to subdue it. А владеть старшим мозгом, покорить его. У нас действительно грозные враги. Во время сражения Кетрик преобразился. Что это было? Я так понимаю, ты сражалась с аватаром Миркула, бога некромантии, и одолела его. Впечатляющий подвиг. Кетрик был избранным Миркула. Я знаю лорда Энвера Горташа. Это торговец оружием и рабами. Он поклоняется богу тирании Бэйну. Кто вторая загадка? Но манера и речи выдает мне последовательницу Баала, бога убийств. Получается, абсолют ширма для богов смерти. А наши враги — избранные троицы мертвых. Избранные троицы мертвых? Тиран, убийца и некромант. Каждый из них выбирает избранного из своих самых верных последователей и дарует ему невероятное могущество. Each one alone would be a formidable enemy, but working together, and with those stones and that crown, I dare not imagine what they might achieve. Боюсь представить, что они могут достичь. А как это так? Выходит, теперь ты можешь покидать астральную призму? Временное облегчение, но очень желанное. Пока мозг направляется в город, его влияние здесь ослабло. Что это за камни? По символам на короне видно, что ее выковали в Неттериле, древней империи, где маги могли посоперничать своим мастерством с богами. Это корона господства. Камни были извлечены из нее. Это неттерийские камни, наделенные, Господи, силой управлять тем, кто носит корону. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this. Если корона делает такое с паразитами, страшно представить, что она способна сотворить с мозгом. На что мы можем надеяться, если в этом замешаны сами боги? Надежда — это роскошь для тех, у кого есть выбор. Это будет битва за нашу жизнь и жизнь всех обитателей Фаэруна. В городе поднимается старший мозг, он переполнен силой и готов превратить всех, до кого дотянется свежевателей разума. Все, что ему нужно, это приказ. Этого нельзя допустить. Мы должны вырвать контроль над мозгом избранных, забрать у них камни. Наши шансы на успех невелики, но мы не имеем права на неудачу. Ибо неудача будет означать конец всего. Я стану твоим щитом, но мечом быть тебе. И когда появится шанс нанести удар, не упусти его.
for there may Ибо only be второго one шанса chance. может не представиться. Цепь Миркула — ненужная штука. Потому что у него я уже выбила до этого оружие. Смятая записка. Папа, я тебя люблю, твоя И. Изабель, очевидно. Объятие жнеца. Весь получаемый вам урон снижается на 2. Когда этот эффект активирован, вас невозможно сдвинуть с места против воли ни заклинанием, ни действием. В то же время вы имеете помеху при испытаниях ловкости. Да. И щит Кэтрика плюс 2 классу брони. Вы получаете бонус плюс 1 КС испытания против заклинаний к броскам, атаки заклинаниями. Удар щитом. Понятно. Во-первых, я хотела посмотреть свои билды. А во-вторых, я все еще думаю насчет... О, прикольно. Ну можно посмотреть. Это как... Хва. Дай посмотрю. Смотри, как лежит. Спит. Во-вторых, я хотела посмотреть, что? Не помню. Короче, да, я надела броню Кэтрика на Лайзельку. И щит я дала... Никому не дала. Я его пока отправила к себе в лагерь. Да. Так. Тут еще можно что-то почитать, во-первых. Во-вторых, да, я такая еще удивляюсь, типа, почему так легко и быстро. Но, впрочем, я и на высоком с первого хода прошла всех боссов, включая самую последнюю. План вторжения на побережье мечей. Я надеюсь, у меня получится потом пройти с первого раза всех на Коноре. Карта побережья мечей от моря подвижного льда до северной части Амна, включая несколько ближайших архипелагов в море мечей. Серебряный ножичек. Амулет абсолютик беру. Серебряные стаканчики тоже возьму. И стаканчик еще один возьму. А тут у нас книги всякие. Что это такое? Приглашение лорду Гортышу. Леди Гортыш, неважно. Лорд Гортыш, комитет обеспокоенных отцов города хотел бы пригласить вас на официальную встречу в высоком зале для обсуждения краткосрочных и долгосрочных планов экономического развития Ротбалдура. 12 числа в полдень будет сервирован обед. Можем ли мы рассчитывать на ваше присутствие? Лорд Хир Риллен, председатель комитета. Что тут еще? Абсолютный конец. В конце этой книжки о секте абсолюты опасности, которая нанесет от руки, написан такой ответ на текст. Конечно, у этой наспех написанной чуши были благие намерения, и автор явно трясется от страха перед абсолютно. Проблема в том, что он увязывает растущую популярность секты в совершенно посторонними вещами. Тепловой смертью Вселенной, воскрешением одноглазого лича Векны, распространением некромантических излишеств и даже увяданием некоторых импортных фруктов из Чульта. Этому типу хорошо бы выпить стакан воды и прилечь. Типу. Великий план. Надиктовано писцу Янтусу Энвером Гортышем. Великий план — это устремление летидов как вида вернуться к временам своих былых завоеваний и величия при помощи внезапного массового цереморфоза. В результате этого процесса старший мозг получит в свое распоряжение безжалостную армию рабов и летидов и сможет расправиться со всеми старыми врагами — людьми и гуманоидами, гетианки и улитаридами. Конечно, это бред безумия, мания величия вселенского масштаба, и я знаю, как обратить этот план нам на пользу. Мы поможем свежевательным разумам претворить их великий план в жизнь, но только так, как это удобно нам. И летиты отправятся в свой священный поход за рабами, но действовать они будут уже как наши рабы. И мы будем определять, где, как и когда произойдет великая вспышка элитистской инфекции. Точнее говоря, определять это буду я, Гортыш, поскольку управление великим планом — это, несомненно, задача для служителей Бэйна. Удачи, Гортыш, так сказать. Погнали отсюда. Камень забрала. Вот он, металлический камень Кэтрика. Давай почитаем про него. Этот камень когда-то принадлежал Кэтрику Торму, а это один из 3 камней, необходимых для управления короной Гарсу. Красивенький. Кстати, я знаю, что есть какой-то прикол с тем, если ты теряешь все 3 камня и идешь на абсолют. Там, по-моему, тоже как-то выкрутились разработчицы. Не знаю точно как. Но хотелось бы посмотреть. А еще я знаю, что есть секретная концовка, относительно секретная, которую получили очень-очень мало людей, потому что мало кто это делал. Я не помню точно, какие условия ее исполнения, но я знаю, что это нужно играть за Лайзель, что нужно быть в Лакит, но в конце, по-моему, то ли превратиться в элититку, то ли что-то такое. По-моему, нужно быть в Лакит, но превратиться в элититку, кажется.
если я не ошибаюсь. Ну, короче, суть в том, что это Слайзель концовка, и я, возможно, потом ее когда-то пройду, но еще я ее не видела. Только знаю. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Карлах немножко нервничает. Похоже, что теперь он служит Бэйну, как Эдрик Миркулу. Кто знает, какие силы он обрел с прошлой встречи. Вашей встречи. Я ни за что не взялась бы охранять служителя Бэйна даже тогда. Я всю жизнь присматривала за этим утырком, я ему доверяла. Он взял и выдал меня за Ариэль просто так. И теперь собирается сгубить все побережье мечей. Он должен умереть. И убить его должна именно я. Ой-ой, Карлах, не полыхай. Карлах, мы сделаем это вместе, чего бы нам это ни стоило. Да, ему не должно сойти с рук. О, Джахейра, привет. Так, давайте поговорим совсем. Где Эйлин? Эйлин! Isabel! My love. Любовь моя. You were dead. Но ты была мертва, я I видела saw твое your тело. body. I'm here. Я здесь. And И so ты are you. тоже. And my Мой father, отец, он больше не сможет навредить нам. О, I dreamt every мне night каждую that ночь you'd снилось, come что back ты to me. вернешься ко мне. Что все это было кошмаром, который Somehow it was all рассвется a на рассвете. nightmare dawn would undo. О, I had no dreams at all. мне ничего не снилось, только темнота. Когда я очнулась, отец сказал, что ты умерла. My father said you were dead. His soul was poisoned. Его душу отравил бог смерти. Извращенная преданность погубила его. Но после всех своих прегрешений он все же вернул мне тебя. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. О, они такие милые. There you are. А вот и ты. Знакомься, это Эйлин. Aylin. Эйлин. Aylin, Это... this is... Oh, but we have met. Ну, мы ведь встречались. Это та самая воительница, что доблестно вызволила меня из царства теней. Она видела, как был расставлен злодейский мозг под моей пятой и отважно сражалась против твоего изменившегося отца. Да упокоится он с миром, наконец, теперь, когда он мертв. Вижу, что причин благодарить тебя у меня больше, чем я знаю. И нам есть что обсудить. Может быть, встретимся в твоем лагере? Я правильно поняла, ты дочка Эдрика? Да. И я рада, что он мертв. Но именно поэтому я и хотела поговорить с тобой позже. Мы все обсудим, обещаю. Хорошо, увидимся в лагере. А теперь ты нас оставишь. Мы будем искать поддержку в телах и словах друг друга. Эйлин. Я так смешно сказала. Эйлин. Боже, вы такие милые. Так, кто тут у нас еще? Джахейра. Наши враги множатся, как мокряная гниль. Очищаешь одно пятно, на его месте расцветает два. Старший мозг, плененный давно забытой нитирийской магией, цепь держат слуги Троицы Мертвых. Прям как в старые добрые времена. Ты уже имела дело с Троицей Мертвых? Не раз. Как и со свежевателями разума. Но чего я не ожидала увидеть, как это совместную работу богов и элитидов. Это очень тревожно.
Ну, не подай духом. Мы убили того, кто не мог умереть, и лишили армию Абсолют ее генерала. У тебя есть один нитирийский камень, и ты идешь по следу еще двух. Этим избранным стоит бояться тебя. Я бы хотела быть на твоей стороне, когда ты с ними сразишься. Я буду рада, если ты будешь на моей стороне. После неудачи с Кэтриком я решила было, что мои великие приключения остались в прошлом. Но даже если я выживу, пришла пора повесить клинки на гвоздь. Но ты убедила меня, что это не так. Мы вместе отправились во тьму, и теперь, когда вышли с другой стороны, я могу сказать, что чувствую себя обновленной. Когда мы доберемся до врат Балдура, перед нами откроются еще более темные тропы. И я пойду за тобой, куда бы они ни привели. Увидимся у меня в лагере. И как там будет по сравнению с таверной? Что? Армии Абсолют больше нет, это значит, что всхожая дорога свободна. По ней мы дойдем до самых врат Балдура. Кстати, она одобрила. На драконьем перекрестке есть убежище орфистов, танцующая секира Данталана. Нам стоит заглянуть туда, прежде чем отправимся в сам город. Во всем остальном лишь от тебя. Ищи меня в лагере. Я не забыла, и как выполнять приказы, и как отдавать их. О, ура! Давайте поговорим. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. Оглядываясь назад, куда чаще прятался в них, в тенях. Окей, давай поговорим. I'm all pointy ears, my love. О, pointy ears. Поцелуйчик. Can't get enough. I'm not surprised. Да, я собираюсь вам показывать поцелуйчик еще раз, если вы его еще не видели, но вы его уже видели, если смотрели мои прохождения, но это не важно. Мне нравятся поцелуйчики, они миленькие. You are perfect. Every time. Спасибо, спасибо. Лариан, даешь больше поцелуйчиков. Больше. А с кем еще? Со всеми? Карлах? Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. I bet it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Да. Нет ПП грешникам. Расскажи подробнее о своих отношениях с Кортишем. He got his claws into me early. Он давно запустил в меня I когти. was a wild kid. Я была хулиганистой девчонкой, пыталась как-то выжить в городе. Кто-то из приятелей узнал, что есть работенка охранять одного типа, который дома сидит, прячется от врагов. Я решила, что это дармовое бабло, и пошла наниматься. Он на меня посмотрел и сказал, что я идеал. Мне было приятно. Не в таком смысле, понятно, просто мы так сошлись. Я его охраняла, он мне хорошо платил. Настолько хорошо, что я переселилась в квартал побогаче и отложила деньжат на будущее. На свое будущее. Я его уважала, доверяла ему. И он уважал меня в ответ и доверял. Его жизнь была в моих руках, и я серьезно к этому относилась. Вся эта история с Зариэль произошла так быстро. Я и моргнуть не успела, как все перевернулось. Только что я была во вратах Балдура, счастливая, здоровая, почти уже не девчонка, и вот я, наверное. И мотор вместо сердца. Зариэль засмеялась. Сказала, что она хорошо ему заплатила за мою службу. Я хотелось испытать новое устройство и пообещал, что я выдержу. Он был прав. Иногда я думала, что лучше бы он ошибся. Проклятый ублюдок. Понимаю. The curse is broken and the shadows are lifting. In time, these lands will heal. Окей. О, смотри, ментарка сидит на троне. Что ты уселась, слышишь? Сидит такая, капец. Приколистка. Арткулах. Still breathing, despite everything. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of
courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Мне доводилось слышать об Элтоне, но все большие домыслы. Каким он был? Gruff and intimidating. But he had the Грубоватым и courage, грозным, однако talent, храбрости в нем было на and a 10. love for Baldur's А врата Gate Балдура он любил как few никто could другой. match. I don't know Не if знаю, this таков ли Duke герцог Ravengard Рейвенгард, is но the скажу тебе same. так. Огненный But I кулак, will say краеугольный камень города, а The герцог его Flaming фундамент. Fist are the cornerstone of the city, and the dukes are its foundation. I hope Надеюсь, you вам can удастся save его him спасти ради блага врат for the Балдура. good of Baldur's Gate. Чем теперь займешься ты? When this land fell to the curse, Когда эту землю поразило проклятие, должен был пропасть вместе с ней. Я выжил только Daniel благодаря is the Таниэлю. only reason I survived. It's only Будет fair I только stay справедливо, here and если wait я for him останусь тут to до его awaken. пробуждения. А потом, когда Таниэль проснется. I don't think there will be an Не after. думаю, что будет какой-то потом. The truth Дело в том, is, что царство теней что-то сломало у меня внутри. broke something Что-то, inside что me. не исправить никакому Something that you целителю. can fix. Не знаю, сколько я еще проживу. I don't know how long I have, but Однако благодаря тебе, Таниэль, в безопасности. Daniel is safe. Благодаря тебе я помог ему, как Because он of помог you, мне I could ранее. help him as he Так helped что, me. благодарю тебя. И знай, что я ни о чем не жалею. Thank you, my friend. And know that I have no regrets. Так, что по времени? Отлично, как раз договорим сейчас с Toss me back кем? in the shadows. С Изабель уже не надо говорить. Вот с Иссохшим поговорим. Давай, что ты делаешь вообще? Case. Thy hunger denied. Что твоя утроба, поклонница Селуны, все же жива. Весы извечные поколебались. Shifts. Thou hast seen Ты видела with сама и thine слышала в own своих eyes соблазнах and едино felt троица мертвых in вновь. thy urges. The dead three unite. There are depths to this Но есть в alliance союзе их yet незримые глубины. unplumbed. Подумай, смертная. Consider, mortal. Do Есть Lilith's душа у possess элитидов? souls? Иссохший, ты мне зубы не заговаривай. Ты что здесь делаешь вообще? Это смешно, это правда смешно. Можно я это выберу? Зубы мне не заговаривай. Where matters of Являться balance призван я are туда, где concerned, равновесие под I вопросом. am eternally cold. I shall ask yet again. Do Illithids possess souls? Есть ли душа у элитидов? Я грыбу. Обычно я всегда выбирала второй вариант. Не знаю, разве она не у всех живых существ есть. Но сейчас я выбрала бы первый, наверное. У этой мерзости души быть не может по определению. После того, как я поиграла на концовку, где я превратилась в элитидку, я немножко по-другому их вижу. Я не буду говорить, что там было, но советую пройти, если вы не проходили по этой концовке. Correct. Воистину. И все же Троица собирает из них войско, лишенное апостольства, что силу ей дает. Illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without Все паства без души. Какой же оно служит цели? Вот вопрос. Ответить, искушаемое ныне предстоит тебе. Until such time, be availed of my services. Спасибо, Чахлык. Все? Еще что-то, да? Ты знаешь об этих желаниях. Что ты можешь мне о них рассказать? Nothing thou dost not already know. Спасибо большое. Ты на удивление хорошо осведомлен о Троице мертвых. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, Когда-то были взвешены, они призваны достойными. vanquished as one. Затем же низвергнуты и вместе, и по одному. The alliance is Теперь союз их reforged, воскрешен. mortal. Трепещут боги и миры, дрожат Stars пред ними. quake, and the gods shudder.
Я хочу разобраться со своими наемниками. Не, я сейчас ничего не хочу разбираться. У меня все нормально с наемниками. Ментарка. Мне никогда не надоест сидеть на тронах мертвецов. Тебе идет. Одобрила. Да, власть всегда была мне к лицу. Но не стоит тут же слишком рассиживаться. Чтобы править, мы должны быть свободны. А чтобы быть свободными, надо уничтожить секту и соучастников Кетрика вместе с ней. Одну из них я хорошо знаю. Слишком хорошо. Орин, кровоиспускательница Баала. Подумать только, я верила, что она говорит от имени Абсолют. Я ее боготворила. Так у тебя с ней личные счеты? Отлично, давай ее прикончим. Ты так просто об этом говоришь. Она избранная Баала, владыки убийств. И одна из основательниц секты. Это она внушила мне ложь Абсолют. Что ты помнишь о том, как проходило внушение? Когда я впервые попала в лунные башни, стояла перед Абсолют, замерев от восторга. Я видела ее больше как идею, чем как сущность. Чистая любовь, абсолютное могущество. Орин была рядом со мной. Она сказала, что богиня выбрала меня своей верной, благословенной и обожаемой. Теперь я понимаю, что эти воспоминания — ложь. Не было никакой богини. Орин держала меня в коконе из плоти, пока мозгоед запускал паразита мне в череп. Мне было страшно, а она смеялась. Я найду ее, убью ее и буду улыбаться. Хорош. Неужели месть — это предел твоих мечтаний? У моих мечтаний нет предела. Я буду счастливо уничтожить Орин, но в отличие от нее я убиваю не ради удовольствия, а ради новых возможностей. И у нас теперь есть шанс получить огромные возможности. Ты ведь это понимаешь? Убив Кетрика, мы нанесли удар в самое сердце секты. Избавившись от остальных избранных и заберем Нефритские камни, мы будем управлять всем. Что мы будем делать с этой силой? Сила порабощенного старшего мозга способна изменить мир. Мы можем изменить мир. Я не знаю, тут нет какого-то супер нейтрального ответа, мне прям все не очень. В данном случае, боюсь, мы можем потерять все, если попробуем захватить власть таким образом. Ничего стоящего никогда не бывает без потерь. Но вместе у нас хватит сил решить, кто понесет эти потери. И сделать так, чтобы их понесли не мы. Ты ведь умна. Когда мы доберемся до врат Балдура, встретимся с другими избранными, ты поймешь, что мое предложение стоящее. Возможно, ты права, я пока не буду отметать твою идею, пусть эта дверь остается открытой. Большего я не прошу. Помни, если ты закроешь эту дверь, я узнаю. Возьми себя в руки давай. Что же, нам предстоит быть спутницами, хоть мы и не нашли пока общей цели. Но мне не дает покоя один вопрос. Поэтому я прошу тебя объяснить мне. Зачем ты пришла в лунные башни, где секта сильнее всего? Ничто ведь не мешало тебе просто уйти. Уйти?
Это бы ничего не решило, пока личинка у меня в голове, свободы мне не видать. Нет, вообще мне нравится первый вариант. Мне показалось, что прийти сюда лучшая возможность узнать больше личинки, а может даже найти способ исцелиться. Разумный план. И он в некотором роде удался. Избавления от них мы не нашли, зато нашли себе цель. Мне этого довольно. Теперь я готова покинуть это проклятое место по первому твоему слову. Город нас ждет. Your party is full. Did you think I would not notice? Встретимся в лагере. Чудно. Кстати, мой выбор одобрили Лайзель, Астариан и Минтара. Все, я думаю, что... Можно, пожалуйста, мне... Подожди, вот тут еще ж есть кто-то. Вот тут у нас еще малявочки мои. Круто у тебя получилось поставить Кэтрика на место. Я бы сам лучше не смог. Я нашла глазную повязку, мол. Ну и что? Ну, повязка. У нее их 1000. Это вообще ничего не значит. Тебе надо чего-то или приспичило проблем, поймите свою башку? Ничего страшного, не сомневаюсь, что Мол будет ждать вас у врат Балдура. Точно. И устроит нам веселую жизнь, если решит, что мы в нее не верили. Так, ну с остальными тут больше, в принципе, не с кем говорить. Тифлинги, они где? Они у себя там в таверне. Вообще тут бы еще стояла Альфира, но, к сожалению, я играю за Темный Соблазн, и я почему-то не решила ее вырубить в первом акте, так что Альфира у нас тут нет. Да. Давайте на этом закончим. Насыщенная на диалоги на эта серия и на катсцены, ну, оно и понятно. Пишите, как вам Миркул, как вам вообще все происходящее. И спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.